Сразу после окончания месяца Рамадан и праздника Ид-аль-Фитр молодые мусульманки вместе с учителями и наставниками отправились в Карпаты для поддержания своей религии. Цель нашего лагеря – укрепить иман сестер, чтобы они получили максимум базу знаний об исламе, укрепить их сестринские отношения между собой, чтобы они познакомились, так как у нас сестры есть с разных городов по всей Украине. Такая инициатива была предложена партнерами из Кувейта для того, чтобы новопринявшие сестры смогли почувствовать дух сестринства и единения. К проекту присоединились сестры из разных городов Украины. Собралось 50 человек, в том числе 8 учителей. Для проведения лагеря выбрали живописный закарпатский город Яремча. На все 6 дней была расписана программа, включающая получение религиозных знаний, проведение практических занятий и просто душевных бесед за чашечкой чая. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. На самом деле это уже наш опыт. То есть так как мы уже проводим это не в первый раз, у нас уже наработано все. То есть мы просто взяли тот шаблон, который у нас был успешный, и учли все моменты, чтобы сестрам было комфортно. Наши уважаемые сестры, всех с приездом. Эти 5 дней я, конечно, напоминаю это себе и вам тоже, чтобы мы обновили свои намерения. Чтение Корана в группах стало хорошим стимулом для сестер выучить небольшие аяты наизусть с правильным произношением. Мы начали с ними читать новые суры с Корана, чтобы укрепить правила таджвида, которые они знали, повторили суры, которые они раньше знали, и задавали новую суру, чтобы они вышли с лагеря, у них есть как новые знания. В небольших группах сестры смогли познакомиться поближе и узнать, какие сложности преодолевали девушки при чтении Корана. У меня арабский язык, он слишком красноречивый для меня, очень много значений одного слова. 5 месяцев в исламе, я знаю все вот эти суры. Для меня это вообще легко. А позже каждая из сестер рассказала, как пришла к исламу. Это были очень познавательные истории, которые могут помочь преодолеть страх. Я не знала ничего до этого, вообще ничего, никаких даже основ не знала. Начала узнавать, читать в интернете. Я всегда знала, что оно будет когда-то, но такой пинок, что ли. Я пока сама дошла своей головой, поняла, что мне это нужно, уже в сознательном возрасте. Пришла из семьи самая последняя, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Он нам с дочкой сделал путевку в Стамбул. И нас повели, где этот был Сулейман Великолепный, его, вот это центральная его резиденция, где в Стамбуле. Да, Топкапы. И я туда выхожу, мы с ней выходим, и азан. Когда я услышала азан, это в секунду было, я не могла понять, что это происходит, кто это, что это за зов, тот, который у меня аж в сердце, до мурашек. Наставники старались многое преподнести и ввести в курс ислама. Самой отличительной чертой мусульманки отличает ее глубокая вера во все столпы ислама. Основы веры – это то, что должна знать каждая мусульманка и передавать эти знания другим. Каждый мусульманин или каждый верующий заботится о своей вере, и особенно для новопринявших это очень важный вопрос. Они только начинают жить этой жизнью, и у них еще очень трепетное отношение к своей вере. А мы, как уже старшие, имеем свой опыт, и вот своим опытом, своими наставлениями, своим примером мы можем показать или, может быть, подсказать в чем-то, чтобы укрепить их на этом пути. Сестрам очень важно увидеть сестер, которые не были мусульманами и стали, как они возвысились в исламе, как они подняли свой уровень ислама, что среди наших сестер украинок есть хафизы, есть, которые закончили шариат, есть, которые получили образование и психологи, есть, у которых 5, 6, 7 детей. И это поднимает дух наших сестер. Прекрасные Карпатские горы, природа и воздух заставляют нас задуматься о Создателе небес и земли, размышлять над его созданиями и познавать религию Аллаха на практике.
Татьяна Сучкова, Евгений Ладик, Владислав Васильев. Специально для телеканала «Алиф», Украина.